Всем здравствуйте! Так, решила я сегодня записать ролик, но начала его писать, но, к сожалению, у меня сел микрофон, и я вынуждена была перезаписывать ролик заново. О чем будет сегодня ролик? Вчера в чатике телеграм-канала я сбросила одну картинку, в которой было 37 непосредственно связанных старов в той или иной форме. Вот, и я предложила участницам выбрать те темы из 30, которые им было бы интересно услышать, скорее всего, на эти темы. Ответы от меня в виде роликов. Хотя, в принципе, можно было написать и посты на эту тему, да, либо, я не знаю, в сторис какие-нибудь ролики записывать. Но я вот предпочла не шортс, а именно в таком формате, в котором я люблю, да, в формате болталок. И девочки из 30 тем выбрали те темы, которые, для них более актуальны. И поэтому на эти темы я решила и буду в ближайшее время записывать ролики. Первая тема из тех, которые были выбраны, называется так: «Как правильно формулировать запрос к Таро». Вначале, когда я прочла эту тему, еще некоторые из списка, мне показалось, что они какие-то такие достаточно простенькие, но что в принципе, да, и так понятно, и так известно. Но потом я поняла, что, как говорится, по себе людей не судят, да, то есть если ты находишься в этой профессии и тебе все понятно, то есть люди, которые далеки от этого и не знают, и, возможно, им будет это интересно. Вот, поэтому сегодняшний ролик, он будет про это, как правильно формулировать запрос к Таро. Начнем с того, кто хочет сформулировать запрос. Да? Если, например, хочет сформулировать клиент, то я бы сказала, что так или иначе конкретно сформулировать не получится. Почему? Потому что, мне кажется, в этом должен разбираться непосредственно таролог. Опять же таки, да, как это правильно-то объяснить, в какой нише, скорее всего, работает таролог. Если я буду говорить только за себя, да, моя тематика — это самопознание, ценности, убеждения, сценарии и так далее, то мне всегда приходится копаться в теме. Почему? Потому что если придет, например, человек с запросом, что со мной не так? Нормальный же вопрос, да, можно сделать расклад, и если не то чтобы таролог неопытный, если, как это сказать-то, объяснить, если мы действительно хотим найти ответ на этот вопрос, да, то нужно понять, в чем первопричина. Да, то есть это запрос, что со мной не так, это вершина айсберга. Но если человек пришел и хочет разобраться в этом, то здесь нужно копать и найти именно сам айсберг, его корень, то есть понять, а что за этим скрывается, какая тема действительно беспокоит человека, потому что в запросах, там, например, я не знаю, чего хочу, да, либо я живу в стрессе, что мне делать? Это следствие. По крайней мере, я со своей стороны, да, со стороны уже небольшого, так скажем, опыта, я понимаю, что это следствие, да, что корень, причина кроется глубже. И нужно, прежде чем сформулировать запрос, разобраться в теме. Поэтому я всегда говорю клиентам, которые ко мне приходят, не столь важно, как вы формулируете запрос. Почему? Потому что либо я буду сама разбираться, да, что действительно скрывается за этим всем, что действительно важно, либо, если клиент не хочет глубоко копать, да, то я переформулирую тему и сделаю акцент на то, что действительно человек хочет получить. Поэтому, если мы говорим непосредственно о клиентах, то, скорее всего, просто важно очень прийти с темой, да, подумать просто заранее дома, подумать, а что меня действительно волнует. То есть, да, есть какие-то причины, например, там беспокойство, есть ощущение, что я живу не свою жизнь, но в идеале было бы немножечко задуматься, как я это понимаю, то есть почему я решил, да, с какого перепуга я решила, что я живу не свою жизнь, да, либо я не иду своим путем, либо я запутался. То есть откуда взяты эти мысли, да,
как я к ним пришла, либо пришел. То есть разобраться с этим. Поэтому в большей степени, когда клиент приходит, лично для меня вообще не принципиально, есть у него готовый запрос или нет. Мне важно в общих чертах, так или иначе я буду задавать уточняющие вопросы, вот, чтобы разобраться в теме. Поэтому, если приходит клиент, для меня достаточно, чтобы он сам понимал, вот именно понимал для себя, что он хочет, потому что я буду задавать уточняющие вопросы, и ему придется подумать. Вот, и разобраться, чтобы он был готов к этому. Если мы говорим непосредственно коллегам, к тарологам, то здесь, в принципе, так же, как и в загадывании желаний, да, то есть на что важно обратить внимание? Во-первых, обратить внимание в формулировке запроса, чтобы это не было через негатив. Почему? Потому что, когда сам запрос звучит в негативном контексте, например, «я не хочу больше страдать», «я не хочу больше так жить», либо там еще что-то, то есть что я не хочу, да, наш мозг, он будет воспринимать этот вопрос через акцент так или иначе на то, что вы не хотите. Например, «я не хочу так больше жить», акцент будет идти на то, что вам не нравится, будет воспроизводиться. Почему? Потому что вы не даете альтернативу мозгу, а что вы хотите вместо того, что вы проживаете. Например, если вы говорите «я не хочу больше стрессовать», либо «я устала так жить», либо «я не хочу ходить больше на эту работу, она меня достала». Мозг так или иначе будет вращаться все вокруг этой работы, вот то, что вас достало, вокруг той работы, которую вы не любите, вокруг той жизни, которую вы не хотите. Поэтому первое и очень важное, это всегда формулировка запроса, она должна быть через позитив. Окей, ты не хочешь ходить на эту работу, что ты хочешь? Человек может сказать: «я хочу просто отдохнуть». То есть и здесь мы понимаем, что здесь проблема вообще не в работе, а проблема в том, что у человека загруженный какой-то ритм жизни, да, ему хочется отдохнуть, возможно, много ответственности. То есть там причин уже много, и мы можем дальше уже копаться и разбираться в этом. Но первично очень важно понимать, а что ты хочешь. Причем это не только, знаете, к тарологам. Если мы научимся правильно делать формулировки своих вопросов, то очень полезно будет проводить внутренний диалог с самим собой, задавая вопросы самому себе и получая ответы. И это будет очень-очень даже так эффективно, скажем, самопсихотерапия в некоторой степени. Поэтому первый момент, очень важна формулировка, чтобы она была в позитиве. Да? «Я хочу отдохнуть», «я хочу понять», «я хочу узнать», «я хочу решить». То есть глаголы, которые непосредственно идут в позитивном ключе. Не в негативном, а именно в позитивном. Первый момент. Второй момент запроса – это когда человек непосредственно берет ответственность за себя. Да? То есть, например, вопросы в контексте «стоит или не стоит», здесь я всегда уточняю, что это решать вам. И, как правило, я такие вопросы не задаю. Да? То есть в раскладе, не знаю, если вы обращали внимание, я не спрашиваю, стоит ли мне менять работу, стоит ли мне переезжать. Я всегда формулирую такого формата вопрос через перспективу. Что мне даст, да, что я получу, как позитив, что я получу, если я выберу точку А, что я получу, если я выберу точку Б, а дальше уже решение самого клиента. Мы не перекладываем ответственность, потому что, в принципе, да и сам человек не хочет. Вот опять-таки вопрос стоит, не стоит, это некие такие сомнения, и с одной стороны, с другой стороны, человек просто хочет гарантий. И здесь в идеале было, да, получить, знаете, как можно было сформулировать вопрос через, что может тебе гарантировать позитивный исход вот такого вопроса, да, либо вот этого дела, да, что тебе может гарантировать, либо, если мы поменяем слово «гарантию», что тебя успокоит.
Вот какие действия тебя успокоят? Потому что стоит, не стоит, человек же по сути что хочет? Он хочет спокойствия. Во всех вопросах, абсолютно чего бы вас ни касалось, в конечном итоге люди хотят какое-то состояние. То есть за любыми нашими желаниями, за любыми нашими запросами скрывается наше состояние. Например, вопрос: со мной что-то не так, что мне делать? В конечном итоге, что здесь слышится? Опять же таки, я говорю, исходя из своего опыта, то есть я прочитала фразу, я уже вижу, что скрывается за этим, но это мой опыт. Да? У вас такого опыта может и не быть, а может и быть. И я понимаю, что там скрывается какое-то состояние, которое человек хотел бы получить. И можно напрямую, да, сразу спросить: а что ты хочешь получить? Да? То есть со мной что-то не так. Какое состояние? Но это уже будет самый последний вопрос, да, к нему человек должен прийти. И первое, что делается обычно в запросах, уточняется. Очень важно, прежде чем сформулировать вопрос, некоторые моменты уточнить. Что ты имеешь в виду? Что значит с тобой не так? То есть как ты это понял? Как ты пришел к такому выводу, да? И человек начинает говорить: да вот у меня вот это случилось, и я сделал вот такие вот выводы. Когда человек начинает раскрывать тематику, ты понимаешь, что там вообще все может уйти в другом направлении, и вопрос не в том, что с человеком что-то не так, а просто человек не получает то, что он хочет, и поэтому он решил, что с ним что-то не так. Либо поведение другого человека ему непонятно, особенно если это во взаимоотношениях. Обычно женщина говорит, что со мной что-то не так. Почему? С чего ты решила? Ну вот, я что-то делаю для этого человека, на него обращаю внимание, я ему помогаю, я ему пишу там смс, там еще что-то, а он на меня не обращает внимания. И человек перетягивает на себя одеяло и считает, что с ним что-то не так. Просто потому, что обратная реакция другого человека не соответствует его ожиданиям. Хотя в принципе, так изначально как звучит, что что-то такое трагичное, да, что со мной что-то не так. Но это один из вариантов. Вариантов может быть много. Поэтому всегда мы уточняем, что ты имеешь в виду. Либо, например, я хочу разобраться в себе. Да? Очень часто и кажется простой вопрос. Помогите разобраться в себе. Я бы в первую очередь уточнила, что значит разобраться в себе. Вот как ты это понимаешь? Либо любимый запрос многих «хочу найти свое предназначение». Дело в том, что люди воспитываются в социуме, и в социуме очень много шаблонов, и мы это знаем. И поэтому мы не обращаем внимания, как мы говорим как раз-таки по этим шаблонам, да? То есть не, как это сказать, не своим языком. И иногда бывает так, когда я уточняю такие вопросы, может показаться, что неужели, Лени, вы не понимаете? Да я понимаю смысл слова, но мне важно понять, какой смысл вкладываете вы. Поэтому очень важно уточнять. Например, что значит для вас предназначение? Для меня это вообще ничего не значит. Для кого-то может значить предназначение профессии, да, то есть я хочу понять, ну, в принципе, в большинстве случаев так оно и есть. Я хочу понять, причем предназначение, знаете, еще такого интересного, такого, как это, некий такой торг, да, чем бы мне заняться, да, чтобы я была на своем месте и еще плюс ко всему получала бы финансовые блага. Ну, то есть здесь где я могу реализоваться, да, то есть либо где я могу быть полезной, но еще чтобы деньги получала, да, потому что просто так за бесплатно не хочу. Вот, и тогда ты понимаешь, что окей, здесь, значит, человек в слово предназначение вкладывает вот такой смысл. Например, либо в теме, да, я хочу разобраться в себе, что ты подразумеваешь по словам разобраться. И человек меняет глагол, он говорит, я хочу понять. Что ты хочешь понять? Уточняйте. Человек начинает говорить, я хочу понять, почему происходит вот это, вот это и вот это. Вот это уже может быть запросом, да, то есть здесь уже есть конкретика. То есть не должно быть в запросе абстрактных каких-то понятий, не потому что они плохие, а потому что они такие емкие, и ответ он будет такой расплывчатый. Но мы же хотим что-то такое конкретное, поэтому уточняем все абстракции, формируем вопрос именно в позитивном формате, не перекладываем ответственность, да, то есть стоит, не стоит, мое, не мое.
с точки зрения, опять-таки, развития, нету ничего не моего. Все есть мое. Если оно пришло к нам, значит, это мое. Почему? Потому что я притянула на свои вибрации. То есть что-то есть во мне такого, что это притянуло. Если мы смотрим, и нам это не нравится, значит, есть во мне какие-то не очень приятные мне вибрации, и это появилось в моей жизни, чтобы меня чему-то научить. Если то, что я смотрю, и мне нравится, значит, показатель того, что я притянула это на то, что мне нравится. Поэтому мое не может быть. С другой стороны, если мы говорим именно про саморазвитие, да, то все то, что приходит, это дано для каких-то либо уроков, либо как поощрение, либо наоборот для отработки кармы, да, причинно-следственной связи. Ну, что, в принципе, тоже для урока в некоторой такой степени. Поэтому мое не мое тоже не совсем корректный вопрос. Дальше. Очень важно в вопросе, в запросе, чтобы звучало не... как это сказать, не сама вся вот эта вот предыстория, что с человеком происходит, а конечный результат. И когда мы понимаем, вот чего я хочу, да, например, человек приходит и говорит, то есть есть два типа людей. Это мотивация от и мотивация к. Мотивация от – это когда люди мыслят категориями «я не хочу больше страдать», «я не хочу быть больше толстой», «я не хочу больше, там, не знаю, ходить на эту работу». И они так мыслят. А есть другая категория людей – это мотивация к. Они все время будут говорить в своей речи о том, что «я хочу быть счастливым», «я хочу идти к своим каким-то целям», «мне надо поставить какие-то цели», «мне надо чего-то достичь». То есть мы понимаем, что у них мышление именно к стремлению к чему-то. И сказать, что эти лучше, а эти хуже – нет, это просто так, ну, такой типаж людей, да, психотип такой. Поэтому, если психотип, мотивация к, им сразу понятно, да, они сразу формулируют там, вопрос, сейчас у меня здесь просто написано в картинке, да, например, меня все бесит. Человек с мотивацией к скажет, как мне прийти к спокойствию? Вот придет запрос и скажет, я хочу успокоиться. Что мне для этого нужно сделать? То есть акцент идет непосредственно сразу на результат. А человек мотивация от скажет, меня все бесит. Я не хочу больше так жить, меня все бесит, меня все раздражает. Что делать? То есть мы понимаем, да, разницу. И здесь в запросе важно, не важно, какая здесь даже мотивация, а понять и разобраться, а что ты хочешь в конечном итоге. Окей, я поняла, что тебя бесит. Взамен этого ты что хочешь получить? На что мы будем делать акцент? Потому что в запросах именно второго мы же делаем акцент, задаем такой вопрос, чтобы человек получил ответ на него, и ответ его, как это сказать, в некоторой степени, в кавычках, замотивировал на какие-то действия. Это действия могут быть, например, да, что со мной не так, хочу разобраться, да, что со мной не так. В таком случае человек хочет разобраться, значит, возможно, ему интересны будут моменты на подумать, да, на что-то обратить внимание, понаблюдать за собой, например, да, и поэтому и ответы, они должны быть вот в таком формате, да, как, например, рекомендация «понаблюдай за этим, подсветить что-то. Поэтому акцент, он должен быть на результат, что ты хочешь. Еще момент, опять же таки, ответов да, нет, то есть можно, есть такие вопросы, да, которые формулируются на да, нет. Второе, если вот быть максимально искренней, дело в том, что очень, ну, по крайней мере, великие арканы, многие арканы, они дуальны. Опять же таки, да, если понимать систему, вот то, что я периодически рассказываю, да, что, например, аркан Шута, он дуальный, аркан Мага, он дуальный, аркан Верховной Жрицы, он дуальный. Дуальный не в контексте, что его можно читать как в минусе, так в плюсе, а дело в том, что эта энергия, она еще не в некоторой степени не разделенная, да, она несет в себе и плюс, и минус одновременно. Поэтому ответить 100%, например, там, любит меня человек или нет,
Вот однозначно да, нет, сказать невозможно. Например, даже тот же самый маг. Можно ли сказать, что, допустим, там, человек вас не любит, да? Потому что одна из трактовок этого ключевое слово, да, аркана мага, это манипуляция. Можно будет сказать, что нет, человек тебя не любит, он манипулирует. Но это будет не совсем корректно. Почему? Потому что маг — это такая энергия человека, который сконцентрирован непосредственно на себе, на своих собственных ценностях, на своей собственной значимости. Это тот человек, который во всем будет искать свои интересы. Может ли такой человек кого-то полюбить? Конечно, если то, что предмет его любви соответствует его интересам, он будет любить этого человека. То есть до тех пор, пока, ну, условно говоря, да, ты полезен этому человеку, ты ему для чего-то нужен, ты играешь какую-то роль в его жизни, он себя будет любить. Кто-то может сказать, ну, это же не чистая любовь, это не корыстная. Но здесь уже другие вопросы возникают, да. То же самое про верховную жрицу выпадает. С одной стороны, можно сказать, что это тайна, подкрытая мраком, да, неизвестно, непонятно, любит ли тебя человек или нет, потому что, ну, молчит, допустим, да, любит или нет. Не могу сказать однозначно, да, потому что, ну, с одной стороны, можно сказать, что тишина, непонятно, неизвестно. А с другой стороны, можно сказать, что и да. Почему? Потому что если копать очень глубоко, то аркан Верховной Жрицы, он непосредственно имеет некое такое отношение к нашему бессознательному. И что получается вот с точки зрения психологии? Когда выпадает Верховная Жрица на сигнификацию женщины особенно, это, как правило, да, мы говорим, что это женщина, она будет тайная, она скрыта, как правило, это любовница, редко она бывает. Человек вступает в какие-то брачные взаимоотношения с такой женщиной. Почему? Потому что ключевое слово – это божественная невеста, то есть она уже принадлежит Творцу, да? Это энергия, это сила, она по объему и масштабу намного больше, чем императрица, императрица земная, верховная жрица, она небесная, там все, что связано непосредственно с духовностью, да? Ну, в некоторой степени, можно сказать, да, с монашеством, то есть это любовь непосредственно к Творцу. Исходя из этой трактовки, да, человек может сказать, что нет, он никогда не вступит в брак. Но с точки зрения психологии, это тот человек, который очень глубоко проникает в бессознательное другого человека. Это та личность, которая, знаете, это вселенская мать. Есть земная мать, императрица, а это вселенская мать. Это то, что это та, которая любит абсолютно всех и все, именно безусловной такой любовью. И вот когда архетип такой верховной жрицы падает на женщину, она проникает в бессознательное мужчины, она может покрывать его потребности даже без того, чтобы сам человек это озвучивал. То есть она настолько хорошо понимает у нее другого человека, психику другого человека, она напрямую может разговаривать в некоторой степени с душой другого человека, покрывает абсолютно все потребности, что такого человека забыть вообще невозможно. То есть даже если происходит потом разрыв отношений, такого человека забыть невозможно. Она всегда останется в памяти, потому что это будет что-то такое загадочное, и именно с этим человеком будут такие, знаете, немножко мистические, загадочные какие-то моменты. С другой стороны, погружаясь в бессознательно, неосознанно, ну, либо осознанно, в зависимости от уровня, да, женщины, погружаясь в бессознательное мужчины, она параллельно будет вытаскивать его страхи. Все, что там, все теневые аспекты, которые скрыты. Опять же таки, осознанно, неосознанно, здесь не важно. Здесь важно, что чувствует человек рядом с этой женщиной. И она для него становится некой такой необходимостью. Как правило, такие отношения, они бывают особенно кармические, когда долго, вот как-то, знаете, и разорвать не получится. И опять же таки, даже если поставлена точка, все равно мужчина о ней будет помнить всю свою жизнь. Если посмотреть со стороны, можно ли сказать, что мужчина любит эту женщину? Вот как-то по-своему, может быть, даже неправильно, но если она запала в его душу, а она западает, верховная жрица, то, ну,
Если ты что-то не любишь, тебе не западает в твою душу. Да, то есть вот здесь как-то так не совсем неоднозначно. Поэтому вопросы да, нет, желательно, не то чтобы вот прям запрещено, но желательно закрытые вопросы называются, да, то есть у нас есть открытые вопросы и закрытые. Закрытые вопросы – это те, которые подразумевают лаконичный однозначный ответ, да или нет. Открытые вопросы – это те, которые получают расширенный такой ответ, да, достаточно подробный. Поэтому подытожу и скажу, на что мы обращаем внимание. Всегда, чтобы это было в позитиве. Второе, всегда, чтобы это в запросе звучал конечный результат того, что вы хотите. И это очень самый сложный такой момент. Почему? Потому что сразу его в некоторых моментах можно и не нащупать. То есть придется задавать себе еще кучу разных уточняющих, дополнительных вопросов, прежде чем ты поймешь, а что же я хочу на самом деле. И иногда бывает так, что первоначальная тема, с которой человек пришел, очень разнится от конечного вот этого запроса, а что же человек хочет на самом деле. То есть запрос, например, он приходит и говорит, вот что со мной не так. Вот что со мной не так. А в конечном итоге мы приходим к тому, что запрос будет звучать таким образом. Что мне нужно сделать, да, чтобы как можно дольше находиться в состоянии спокойствия? Либо что мне поможет успокоиться? Казалось бы, да, какая связь? Но если... Я просто перепрыгнула шаги. Если копать, то в конечном итоге мы приходим непосредственно к какому-то состоянию. Дальше. Желательно, чтобы вопросы, они были открытые, а не закрытые, чтобы звучали через позитив, чтобы в них был конечный результат. И перепроверять любой запрос очень важно на актуальность. Насколько для тебя это сейчас актуально, насколько для тебя это сейчас ценно. Потому что мы иногда что-то озвучиваем, опять-таки мы же работаем на автомате, не задумываясь. Но когда ты задаешь вопрос, насколько это для тебя актуально, можете выбирать шкалу, например, там, от единицы до 5, да, либо от единицы до 10. И человек задумывается, насколько. Если, допустим, для человека его запрос актуален на 5 из 10, то велика вероятность, какой бы ответ он ни получил, он все равно не будет действовать в этом направлении. Потому что, например, в раскладе задается, ну, в конечном итоге, если мы что-то хотим получить, можно задавать вопросы, да, какой самый первый шаг, это тоже, опять же, таки из коучинга, какой самый первый шаг, вот самый простой, самый легкий, ты можешь сделать уже сейчас. И вот когда актуальность у нас стоит на 5 из 10, велика вероятность, что человек не будет делать этого шага. А если не будет, значит, ничего не получится. Значит, мы ходим по кругу, потому что человек будет маяться, он не будет совершать никаких действий, от этого он не будет получать удовлетворение, включается самобичевание, заниженная самооценка, страдания. И вот что со мной не так, да, например, вопрос, он и будет и актуален для человека. Потому что он ходит по кругу, он не может его разорвать. Причина – вторичные выгоды. Что значит вторичная выгода? Не актуальна человеку. Либо там, я не знаю, там, на 6 из 10. Не актуально. Пока человеку там не будет где-то, ну, от 9-10 актуальности, 8 еще тоже так под вопросом, тогда он может что-то. То есть пока не горит, как говорится, да, человек не будет работать. Опять же таки, нужно ли это спрашивать? Все зависит от запроса. Если, например, запрос «я хочу разобраться в себе», и это вот прям актуально. Почему для тебя важно, да, разобраться именно сейчас? Человек говорит, да потому что у меня не складываются отношения, что не день все какие-то ссоры, разборки, я уже устал, я не могу понять, что не так, где, ну, потому что, ну, все рушится, семья рушится, работа рушится, там, денег нет, ну, если я с этим не разберусь, я сойду с ума. Ты понимаешь, что у человека горит, да, он хочет в этом разобраться, и в таком случае он будет что-то делать, вы помогаете человеку разобраться. Вот. Ну, наверное, как-то так. Я просто смотрю, опять же таки, в этой картинке, если вы подписаны на Telegram, это прикрепленное сообщение.
на главной странице можете посмотреть. Если смотрите в YouTube, вам придется перейти в Telegram, посмотреть запросы. Вот все 18 запросов, которые здесь записаны, они так или иначе, я с ними работаю. Вот. И ну, у меня, например, вы это и знаете, да, что психология, она прям пересекается у меня с Таро, и очень часто, опять же таки, это просто опыт. Это не какие-то там сверхспособности, это просто наработанный опыт, когда человек приходит, и ты понимаешь. Например, человек приходит с запросом, да, все, что здесь написано, вот с этими запросами я работаю. Это не потому, что я в общем говорю, я и сталкивалась с ними так или иначе. Человек, например, спрашивает, да, я не понимаю, ради чего я живу. Все, что здесь? Здесь что-то стряслось, да, ну, то есть я сразу это вижу, да, что-то у человека произошло в жизни, какая-то ситуация, после которой он утратил смысл жизни. Опять же таки, эти запросы, они психологические, но опять же, у меня канал такой, поэтому это нормально. Вот, я не могу сделать выбор. Казалось бы, нормальный вопрос. Помогите сделать выбор. Этот вопрос я бы, знаете как, переформулирую в своем рассказе, я скажу так, я не буду говорить вам конкретно, да, про ответственность здесь, что для вас хорошо, что плохо, это вы будете самостоятельно решать, а мы посмотрим перспективы, варианты развития, возможные, то есть какие у нас варианты есть? Как правило, два. Переезжать, не переезжать, работать, не работать. Там Маша, либо Саша. И вот мы начинаем. Что будет, если... Да, что будет, если А? Что будет, если Б? И дальше человек уже самостоятельно выбирает для себя, что для него важно, а что нет. И вот. Но здесь опять же таки, да, во всем можно спрашивать вопрос важности и актуальности, да, почему для вас важно сделать сейчас выбор, потому что вот этот вопрос важности и актуальности почаще себе задавайте. Здесь может быть так, что человек хочет, если, например, это отношения, да, человек хочет определиться, либо, например, в браке, и появился человек, ну, новый, вот, и человек хочет определиться в дальнейшем, с кем я буду жить, да, там, с мужем, либо с новым человеком, либо вообще ни тот и ни другой вариант не подходит. У меня были такие расклады, да, когда ты понимаешь, что здесь очень важно выбрать себя, и оба человека, что муж, например, что третье лицо, условно говоря, они что-то подсвечивают вам. Да, они чему-то вас учат. То есть здесь почему важно, да, в чем важность именно выбора, в чем актуальность именно в моменте здесь и сейчас. Что вы можете сделать для этого? Ну, то есть вот такие вопросы. Так, либо, например, запрос такой интересный. Я хочу наладить личную жизнь. Вот первое, что бы я сделала, я бы сразу уточнила. Ну, для меня это звучит, это все шаблонно, формально. Что значит личная жизнь? Ну, вот что входит в личную жизнь? Все, что вы проживаете, разве это не личная жизнь? То есть вот представляете, да, насколько наш язык, он стал такой формальным. Я понимаю, что человек говорит про любовь, но мне важно уточнить, мне важно с ним разговаривать на одном языке. Что значит личная жизнь? Личная жизнь – это взаимоотношения с детьми, взаимоотношения с мужем, взаимоотношения с любовником, взаимоотношения, я не знаю, там, с какими-то близкими людьми, родственниками. И что значит наладить? То есть, если вот это уточнить, в конечном итоге получится «хочу выйти замуж», либо «хочу найти человека для совместного проживания», «хочу найти человека для семьи», «хочу найти человека для продолжения своего рода». Кажется, это слишком так жестко, но на самом деле не всегда каждый человек, кто ищет для себя партнера по жизни, да, акцент делает столько на партнера, сколько на детей, да, потому что там, не знаю, часики тикают, либо еще что-то, либо еще что-то. Это все нужно уточнять, да, и здесь очень важный момент, да, чтобы была
было доверие между клиентом и тарологом. Почему? Потому что возникают такие моменты, знаете, когда еще и клиенты, ну, у меня такого нету, но я слышала о том, что бывают клиенты, которые проверяют таролог, да, а увидит он это или нет, да, а узнает, что у меня там есть связь или нет. Ну, в принципе, это получается уже как гадание, а не непосредственно анализ. Но у меня такого нету, да, то есть, в принципе, у меня запросы немножечко другие. Вот. Но желательно, чтобы было доверие, чтобы было открыто, чтобы клиенты не умалчивали ничего от таролога в контексте именно запроса. Почему? Потому что это, возможно, повлияет на ход расклада. В контексте чего? Возможно, из того, что вот вы умолчали, могут выйти какие-то новые вопросы, которые развернут вообще в другое русло расклад. Ну, это вопрос, опять же таки, доверия. Вот, на этом все. Я не умею делать короткие расклады, короткие болталки, вы уже поняли, да? Но мне кажется, что вот все, что я вспомнила сейчас, я вам рассказала. Если вдруг есть какие-то вопросы, вот что-то я не ответила, либо что-то я вам не прояснила, вы можете в комментариях под роликом, либо здесь в Телеграме, либо на Ютубе, я это тоже выложу, можете написать свои дополнения, может быть, какие-то пояснения, может быть, вопросы, и я вам отвечу. Вот. Еще раз хочу поблагодарить девочек, кто проголосовал в чатике за темы. Оказывается, да, то есть мне показалось, что это такой простенький вопрос, но вот ключевое слово мне показалось. Мне показалось. Вот. На этом все. Пока-пока.